Всем привет, с вами Алексей Соболев, и мы находимся в Сочи на Роза Хутор. Сегодня я вам расскажу 3 лайфхака, которые 100% улучшат ваше катание. Во-первых, поговорим, как проезжать участки с сильным уклоном. Во-вторых, как проезжать трассу с кочками. И в-третьих, научу вас делать прямой прыжок и грамотно его правильно приземлять. Ну и, конечно, мы проведем тест новеньких досок Shorner, которые мне ребята прислали, и посмотрим, как они себя будут вести в каждом из этих лайфхаков. Погнали! Как проезжать участки трасс с сильным уклоном? Во-первых, мы не проезжаем их в карвинговых поворотах, потому что иначе у вас скорость так сильно будет набираться, вы 100% упадете. Нам необходимо делать повороты с проскальзыванием с разгрузкой вверх. Что это значит? Это значит, что для поворота мы встаем и переносим вес на переднюю ногу в сторону поворота. Когда мы совершили поворот, мы начинаем плавно приседать, и вес у нас должен плавно уходить на центр доски. Зачем это делается? Это необходимо, чтобы вы сильнее прогружали доску, и она лучше притормаживала и лучше контролировалась. Для начала, конечно же, вам необходимо научиться делать базовые повороты с проскальзыванием на обычной подготовленной трассе. Потом вы должны попробовать разгрузку вверх также на подготовленной трассе. И затем уже выискивать какие-то маршруты, где уклон увеличивается. Пробовать эту технику. Пробовать добавлять вертикальную работу. Приседать и вставать в коленях. И не забывать переносить вес на переднюю ногу в сторону поворота. Первый лайфхак мы проверяли на доске Mountain Pro. Показала она себя неплохо, и я даже знаю почему. Во-первых, ее жесткость. Это твердая семерочка. Контроль доски хороший из-за ее жесткости на больших скоростях, на каких-то неровностях, потому что она не гнется, не скачет туда-сюда. Ее прогиб Rock Up Cam. Получается рокер посередине между креплениями и 2 агрессивных кэмбера под самими креплениями. Вот это дает сцепление со склоном непосредственно. Форма доски Directional Twin. Скользяк у этой доски 7000 бейс. Это такой плотный спечный скользяк. У доски органический сердечник из пород древесины бука, абачи и тополя. Это премиум сэндвич. Что он из себя представляет? Классический сэндвич, но с добавлением кевлара. Дубль второй, так сказать. Мы находимся на трассе Могула. Здесь идеальные, прекрасные, здоровенные кочки. По ним будем сейчас сжигать. Буду рассказывать, какие есть премудрости, чтобы проехать эту трассу и не упасть. Один из способов проезжать бугры называется техника разгрузки вниз. Что она из себя представляет? Мы перед поворотом сгибаем колени, складываемся. Как только мы совершили поворот, мы выталкиваем доску из-под себя. То есть отталкиваемся как будто от нее. Потом мы опять приседаем в коленях в сторону передней ноги, в сторону поворота. Нас начинает разворачивать. И потом также выталкиваем доску из-под себя. Можно отточить эту технику на обычной трассе отратраченной. Нам понадобится склон хотя бы с каким-то небольшим уклоном, потому что на плоскоче это делать довольно сложно. Итак, мы перед поворотом садимся, сгибаем колени, переносим вес чуть-чуть на переднюю ногу в сторону поворота. И уже потом, когда нас разворачивает, мы начинаем вставать. То есть отталкиваться от доски, выталкивать ее и плавно вес переносить на середину, то есть в течение всего поворота. Потом опять также присаживаемся на переднюю ножку в сторону
поворота и повернули, и начинаем выталкивать доску из-под себя. Все это делается, естественно, на трассе, и потом уже переходим к каким-то буграм, к трассам с более сильным уклоном. Также эта техника используется и в паудере. Вот, собственно, и все. Второй лайфхак проверял на доске Night Out. Она вообще заточена под All Mountain, то есть любое катание в горах, по трассам, по лесочкам, во фрирайде. И, честно говоря, я ожидал, что в целом вот эту трассу я на ней проеду без проблем. То есть никакого дискомфорта вообще она не вызывала. Но она заточена именно для такого катания. Жесткость у нее 6, форма доски Directional Twin, а прогиб Rock to Cam. Это гибридный прогиб. Получается, посередине у нас идет рокер, а потом идет 2 кембера. Рядом с креплениями до хвоста и носа. У этой доски спечный скользяк Extruded 7000 бейс. Сердечник у этой доски состоит из таких пород дерева, как бук, абачи и тополя. Очень прочная доска. Это премиум сэндвич. То есть что это такое? Как и классический сэндвич, но усовершенствованный. Ребята добавляют туда кевлар. Мы сделали первый спуск на доске Legend. Направление имеет парковое, у нее жесткость 5, и это очень чувствуется, вообще кайф. Прогиб flat to rock, то есть флетовая часть, потом идут рокер с одной и с другой стороны. В парке, ну реально одно удовольствие. На флете, то есть на плоской поверхности тоже едешь, кайфуешь. Кстати, вот такой прогиб, он очень подходит новичкам. Новички, обратите внимание на этот прогиб. Ну а мы поехали дальше тестировать, прыгать на эту дощечку. Техника прямого прыжка на трамплине. Первое, что нам нужно сделать на подъезде, это подъезжать либо на плоской доске, либо можно чуть-чуть давить на передний кантик, как бы носочками чувствовать его. Ни в коем случае не с заднего канта, не с пяток. Если будете толкаться с пяток на прямом прыжке, вы просто завалитесь на спину. Будет не очень приятно. Перед трамплином мы приседаем, едем на трамплине уже начинаем выталкиваться, то есть выпрямлять колени, толкаться. И если вы заметите на вылете, если у вас вес будет посередине, вы одновременно, равномерно будете толкаться 2 ногами, именно равномерно. Ваша передняя нога, она просто уйдет вниз, провалится после вылета трамплина, и вы вперед улетите кубарем. Поэтому вес у нас чуть-чуть на задней ножке. И на самом вылете мы делаем основной толчок с задней ноги. Оп, мы уже в полете, мы уже летим. Потом мы в полете подтягиваем коленочки к себе, то есть мы плавно группируемся. Не надо делать никаких резких движений. На приземлении амортизируем коленями обязательно. Не надо приземляться на жесткие ноги, на жесткие колени. У вас доска иначе вылетит из-под вас. Ох, Игореша ставил, показывает нам. Вот, и, господи, что ж меня тянет-то туда. На приземлении мы приземляемся либо в плоскую доску, либо чуть-чуть давим на передний кантик. Ни в коем случае не приземляемся в пятки. В пятки приземлились, колени сложнее сгибать, и потом вы уже на пятках на своих сразу же можете отскочить, либо упасть. То есть это неестественное, некомфортное положение тела на приземлении. Попробуйте без доски попробовать прыгнуть. Посмотрю, как вы будете приземляться на ваши пяточки. Так делать не надо. Какие подводящие упражнения советовал бы вам сделать? Это, естественно, научиться делать олли. Делаем олли на склоне. Все наши движения, которые мы делаем на трамплине, они практически идентичны трюку олли. И еще одно упражнение, когда мы приседаем и начинаем толкаться с задней ножки. При этом у нас поднимается нос доски, а хвост остается на снегу. Тоже это такая имитация работы тела на вылете с трамплина. Обязательно смотрите этот лайфхак еще раз, когда придете в парк. Этот лайфхак проделывал на доске Legend
Она именно заточена под парковое катание, а также по катанию на трассах. Пятерка по жесткости сразу же почувствовалась после предыдущих тех двух досок. Сразу же начала прожиматься. Все олли делались на ней легко. То есть это сразу же чувствовалось. Бум! Сердечник у этой доски такой же, как у предыдущих двух. Состоит из тех же пород древесины. Базовая конструкция. Классический сэндвич и универсальный скользяк 5000 Base, как ребята его называют. А также форма у этой модели Directional Twin. Итак, друзья, это были 3 лайфхака для того, чтобы улучшить ваше катание. Я жду от вас комментариев здесь. Что еще вам рассказать? Технику каких поворотов? Что вам интересно? Где у вас происходит тупняк? Рассказывайте в комментариях. Я буду собирать эту информацию. Обязательно что-то сделаем интересненькое для вас. Репосты, лайки, колокольчики, шлепайте. Все, что можно и нельзя. Прекрасный был сегодня денечек. Всем до встречи и пока.